Мы докопались тоже до какой-то такой штуки важной. Как насколько важно принятие себя. Это уже как бы сначала мы с тобой говорили о принятии себя на я как личность. Что значит доверие не себе, а своему высшему аспекту? Высший аспект — это вообще существует? Что это такое? Тандем идет слово. Дуэт. Вот танец я сейчас вижу. Две девочки держатся друг друга за руки и вот так крутятся. То же самая картинка, друг за друга за руку бегут и таки по полю побежали, смеются, веселятся, таким весело вдвоем. А дальше они бегут, и они становятся вот таким вот единым светом, вот таким как яйцеобразным, просто они как вот объединяются, такой вот вдалеке, они являются просто одним единым светом становятся. Доверие своему высшему аспекту, высшему, это вот это отсутствие разделения. Ой, сейчас такая очень интересная пришла информация. Когда есть стопроцентное доверие высшему уму, это единение. Это соединение нижнего высшего аспекта. Это мы условно разделяем, но вот, грубо говоря, я себя видела на скале, стою, вот, да, наверху, а вот внизу. И мы как вот раз, и вот та, кто стояла внизу, она поднимается сюда наверх, на скалу. И мы становимся, вот так прям соединяемся единым целым. И тогда нет ведомого и ведущего. Это все единое, это все становлюсь я. И от этого появляется стопроцентная уверенность во всем, что происходит, что я делаю, куда я иду, что я чувствую. Вот появляется прям какая-то такая вальяжность, спокойствие, равновесие. Потому что происходит вот это соединение. А что дает вот это вот понимание, вот спокойствие, равновесие, вальяжность? Это что? Интуитивное чувствование, понимание процессов бытия. То есть в поток. Вот что значит в поток? Все, человек включается в поток, и я начинаю действовать в потоке, играючи. Вот начинается движение в жизни, вот в физической жизни, прям в ощущение потока, какая-то такая, даже какая-то вот текучесть появляется во всех движениях, в событиях. Ты как бы на них вот как-то сразу даже слово такой-то автоматизм хочу сказать, но оно прям вот по энергетически контекст не подходит. Ты как эти события начинаешь как вот воспринимать чуть отстраненно. И такой, о, интересное событие, хочу я в нем поучаствовать. И я как в него погружаюсь. То есть у меня вот в этом состоянии присутствует выбор. Выбор участвовать или не участвовать в том или ином событии, как мне относиться к этому событию. То есть я не иду на ощупь, вот нет вот этой надрывности, как оголенности какой-то, нервов, вот какая-то такая абсолютное ощущение защиты. Вот я уверена, что я тут просто вот все, что не произойдет, это вот я могу в этом участвовать, могу. Нет ощущения фатальности. Уходит ощущение вот этой судьба, рок, вот это все вот какой-то такой, я перестаю в это вот, оно перестает давлеть надо мной. Нет вот это болевых ощущений от каких-то тягостных событий, потому что я знаю, что я в этом процессе играю. Хочу поиграть, поиграю. Даже если мне там какое-то событие, где там происходят какие-то страдания, эмоциональные переживания вот такого качества, ну, какая-то там неразделенная любовь, или еще что-то. Вот, ну, я хочу, вот иногда хочется чего-нибудь кисленького, так вот. Это сейчас по поводу фруктов, вот аналогия с фруктами, да, вот хочется иногда какой-нибудь терпкий такой вкус попробовать. И заходишь в эту ситуацию. То есть нет вот этого, вот мой высший ум, он руководит моим низшим умом. И здесь даже разговора о рациональном уме нет. Это все в каком-то в едином движении. Я — это она — это я. И тут нет она, я — это все единая абсолютная конструкция.
А какой может дать такой общий совет, не конкретно про меня, а вот если в общем, как человеку соединиться, доверить 100% своему высшему уму, своему высшему аспекту? Вот это ощущение соединения, что поможет соединиться, вот в это ощущение соединения, это что? Доверие своим чувствам, доверие своим эмоциям, доверие первому импульсу. Но вот здесь есть такой момент, есть же такие какие-то, ну, в физическом теле есть какие-то гормональные всплески, допустим, у женщин, которые вот под действием гормонов могут впадать в какие-то состояния. Это с этим, вот как это не перепутать, так сказать, какие-то болезненные состояния, вызванные физическими изменениями химическими в организме, истинному импульсу души, так условно назовем. Но идет такая информация, что это не перепутать. А внутреннее доверие себе, оно такое идет из спокойствия, из внутреннего какого-то такое, оно очень стабильное, основательное такое. И все-таки вот я бы хотела уточнить, как Марина, я прошу свой высший ум показать, дать вот какую-то такую рекомендацию, ну, общую. Потому что обращать на свои ощущения, ну, это она как идет, как рекомендация, но здесь моя эта ремарка, что как не перепутать вот какие-то там на эмоциях, как говорится, и поступки. Я сейчас, вот он мне говорит, ну вот на эмоции это и есть эмоции, их надо как бы проживать. Их надо отслеживать, вычленять, осознавать и проживать, позволять себе проживать эту эмоцию. У нас есть такое заблуждение, что эти эмоции это негативно, их надо скрыть, подавить, нельзя кому-то показать, чтобы не быть слабым, глупым или еще что-то. А на самом деле эмоция это как, ну, это очень естественно, это как испражнение, простите, нашего физического тела. Там в туалет входить, это то же самое, ну, условно, то же самое. То есть вот эти, когда брызгают слезы из глаз, да, вот дети, они же свои эти эмоции вот показывают естественным путем, потому что они до определенного возраста развиваются очень естественно. Если там, ну, как бы мы сейчас говорим о нормальном среде, нормальной. У них он плачет, у него брызгают слезы, он ругается, он пока он там дерется, он злится, он это показывает. То есть это все видно. Проживание эмоций– это естественное реакция организма, им надо научиться их проживать и выплескивать. Как это делать? Есть много способов, которые сейчас доступны становятся. Что еще здесь? Есть еще такой момент. Вот, например, женщина находится в каких-то зависимых отношениях, и она под эмоциями, но эти эмоции, они болезненные, они вызваны вот зависимостью психологической, и они уже не являются ее истинным желанием души. Как она может отличить ее желание, оно возникает из зависимых отношений или ее желание возникает из внутреннего состояния души? Главное отличие – желание души вызывают покой, ощущение покоя и радости. Их нельзя спутать, когда ты это чувствуешь, ну, когда вот ты проживаешь одно и другое, потому что желания, вызванные зависимостью, любой, неважно, отношения, наркотики, Еда. отношениями, еда, все что угодно, в зависимости. А эти желания, как правило, носят такой разрушительный характер, и они болезненные. Они, как правило, человеку дают кратковременное насыщение в любом смысле, а затем опять вызывают в нем боли, страдания, терзания, вот все, что... А вот это состояние желания души, оно вызывает покой и радость. Мне даже такое идет слово «тихая радость». Вот, с чего мы начали сегодня. Тихая радость, А не Бонни удовлетворение. Тайлер. Да, оно такое удовлетворение, такое вот прям, так вот хорошо, вот просто хорошо. И внутри нет этого надрыва, нет этого вот какого-то вот экзальтации, какое-то такое чувство там и так далее. Она очень такая основательная, и она надолго. То есть если ты ловишь этот импульс души и идешь, следуя этому желанию внутреннему, как бы соединяя, да, вот тем самым как бы доверяя, то есть же импульс, вот это желание души, импульс, который дает мой высший ум,
То есть это не душа во мне там какая-то, да, вот мы ее визуализируем, внутри меня какой-то огонечек там, вот это вот здесь светится, ну, может и светится, вижу, свечение, вот начала говорить, а свечение тут на самом деле есть такое желтовато, какой-то зеленоватый такой вот, есть свечение внутри груди, это условно, но вот это сознание само, это не оно, это не оно. Это как вот какая-то сгусток энергии вот здесь какой-то есть. Это как связующая какая-то такая, связующая какой-то. Но это я не хочу сейчас, это такая тема, Можно да, попозже посмотреть. исследовать. И вот это доверие я, мой высший ум, это как бы импульс. Это я себе как вот сознание, которое вот я переживаю с позиции вот бесконечности, я даюсь своему как бы аватару. Ну, я не знаю даже, это как мы все, мы это единое, да, но это вот условно все равно, ну, как бы нельзя не разделить это тело физическое, да, тело, оно же здесь на физике останется, в этом мире. Ну, так мы это воспринимаем умом. Ну, так мы это воспринимаем, да. Да, так мы это воспринимаем на здесь и сейчас. Может, дальше у нас как-то что-то будет иначе, но здесь и сейчас наша физика, она здесь умирает, все тлеет, все сжигают, закапывают, как вот тлеет все, оно здесь прекращает существовать. Но оно остается как бы здесь условно. А на самом деле, ну, опять, это сейчас такая вот пойдет туда тема глубокая. Ну, сейчас давай вернемся к вот этим нашим желаниям все-таки ниже. То есть вот это соединение, вопрос какой был, что соединение доверия своему вот высшему аспекту, я его попросила мне дать объяснить, вот в чем разница. И вот я это объяснила, что разница, она очень чувствуется, если вот, потому что это на ощущениях. Это на ощущениях. И чем больше, и вот, да, что я начала говорить, когда вот это ощущение я ловлю, вот это удовлетворение, исследуя именно этому желанию, делаю в эту сторону малейший какой-то вот движение, да, вот не можете идти, лежите в эту сторону, да, но вот подумай туда, да, начни, вот запусти туда фокус внимания в это свое желание, вот еще очень, запусти фокус внимания в это свое желание, попробуй что-то на физике сделать, что-то, ну, хотя бы вот как-то какими-то даже небольшими, незначительными шажками, но это будет вот в сторону этого желания. И тогда начинается вот это вот больше, больше. Ты вот как бы начинаешь вот верить, верить, доверять, все. А дальше все. Оно, причем оно как-то там тык-тык-тык-тык магнитики, как вот тык-тык-тык притягиваются к своей этому, к своему направлению. И все, и дальше вот, и дальше включается вот то, что я выше сказала. И вот поплыла дальше по течению. Что там происходит, как, уже это совсем другое. Понимаешь, какое тут дело интересное? Это не то, что все, картинка меняется, выстраиваются яхты, дома, там все, там тра-ла-ла, Сан-Тропе почему-то пришло, Юль, кстати. Нормально. Вот, все такое прям ту-ту-ту-ту-ту, все, я такая тут стою, опа. Ну, может быть, и так мне сейчас, мне такое, это идет, знаешь, прям надо мной смеется, подожди, я хочу сказать, что нет, но он мне говорит, что может быть и так. Так что я вообще удивительное дело, я до этого хотела сказать, мне пошла картинка, я хотела сказать, что это ну, это не так, что у тебя все раз-раз, ты плывешь по течению, но когда у меня выстроились картинки, и я хотела вот сказать, у меня прям вот в голове вот это, что может быть и так.